На рубеже века в 1880-ю мир стал свидетелем одного из самых катастрофических вулканических извержений в истории. Вулкан Кракатау, расположенный между островами Ява и Суматра в Индонезии, пробудился, и его мощь шокировала не только местных жителей, но и весь земной шар. События развивались стремительно. В течение нескольких месяцев перед извержением наблюдались необычные сейсмические активности, однако никто не мог предугадать, что именно произойдет. Датированные события от 22 августа до 26 августа того года были полны тревожных знаков. Местные жители сообщали о странных звуках, напоминающих гудение, исходивших из глубины земли. Окружающий ландшафт изменился, земля дрожала, а небо над вулканом окутало облако пыли и дыма. Это было лишь предвестие того, что должно было случиться. 28 августа – день, когда Кракатау взорвался с такой силой, что его озарило светом, сравнимым с солнечным, и вызвало мощные цунами. Вулканическое извержение началось с серии сильных взрывов. Первый из них был столь мощным, что его звук разнесся на расстояние более 3000 миль. Это было похоже на громкий выстрел, и многие жители в Европе и даже в Америке чувствовали вибрации, которые были вызваны этим катаклизмом. Вулкан выбросил в атмосферу огромное количество пепла и вулканических газов. Над Кракатау образовались облака, которые затем распространились на сотни миль, блокируя солнечный свет. В результате этого на протяжении нескольких дней наблюдались темные и угрюмые дни. Однако это лишь начало трагедии. Вслед за взрывами огненные снаряды и вулканическая пыль окутали окрестные острова. Ударная волна, вызванная извержением, вызвала цунами, которое обрушилось на побережье Явы и Суматры, унося жизни десятков тысяч людей и разрушая прибрежные деревни. Оценки потерь варьировались, но общий подсчет жертв мог достигать более 25 тысяч. Это была настоящая катастрофа, и мир не оставался равнодушным к этому событию. Местные экосистемы тоже претерпели значительные изменения. Вулканическая активность уничтожила все живое на близлежащих островах и в водах. Сотни километров земли оказались погребенными под слоем вулканической пыли. Однако, несмотря на ужасные последствия, природа вновь начала восстанавливаться. На руинах начали появляться новые виды растений и животных, которые адаптировались к изменившимся условиям. Проблема, связанная с этим извержением, заключалась не только в разрушениях. За ним последовали необъяснимые явления. Местные рыбаки сообщали о странных звуках и движениях под водой, которые они никогда не наблюдали прежде. Ученые начали интересоваться этими аномалиями, которые, казалось, могли быть связаны с подводным миром, который претерпел изменения после катастрофы. Что же скрывает подводный мир Кракатау? Исследования, проведенные в последующие десятилетия, начали раскрывать тайны извержения. Ученые пытались найти объяснение необычным природным явлениям и восстановить картины произошедших событий. Каждый новый факт открывал новые горизонты, и тайна Кракатау продолжала манить исследователей. Это извержение стало не только трагедией, но и катализатором для множества исследований, которые продолжаются и по сей день. Вулкан Кракатау оставил за собой множество загадок, и каждая из них ждет своего раскрытия. Мы только начинаем понимать, что произошло в 1880-ю и какие последствия это имело для региона и всего мира. В следующем этапе этого исследования нас ждут невероятные открытия, которые могут изменить наши представления о том, что произошло в этот судьбоносный момент. Извержение Кракатау было не просто катастрофой, это было истинное природное бедствие. 18 августа 1880 года, всего 10 дней до самого извержения, начались первые знаки предстоящей трагедии. Необычные сейсмические активности привлекли внимание геологов, но жители региона не осознали, что впереди их ждет нечто ужасное. Вскоре взрывы прогремели с такой силой, что сотрясли землю, напоминая о том, что вулкан не собирается оставаться в покое. На момент извержения Кракатау уже находился в состоянии активной деятельности, однако именно 18 и 19 августа началась настоящая паника. Местные жители начали слышать глухие звуки, исходившие из глубин вулкана. Это были предвестники того, что вскоре произойдет. Особенно тревожные сообщения поступали от тех, кто жил в округе. Они описывали сильные колебания Земли и необычные явления в атмосфере. 28 августа запомнится на века. В этот день вулкан Кракатау взорвался, и его мощь потрясла не только окрестности, но и весь мир. Взрыв был столь силен, что его звук разнесся по планете, достигнув даже удаленных уголков Европы и Америки. Ощущения были похожи на оглушительный выстрел, заставивший людей на тысячи миль от места события чувствовать вибрации Земли. Мощные выбросы вулканического пепла и газов создавали облака, которые затмели Солнце на многие дни, погрузив мир в мрак. Вулкан выбросил в небо миллионы тонн пепла, который, подобно тучам, накрыл окрестные территории. Это извержение не только блокировало солнечный свет, но и вызвало резкое изменение климатических условий. Температура воздуха понизилась, и даже в тропиках люди начали ощущать зимние холода. Это было лишь началом, когда катастрофа обрушила свои последствия на мир.
Ударная волна, вызванная извержением, привела к формированию мощных цунами, которые накрыли побережья Явы и Суматры, унося жизни десятков тысяч людей. Оценки жертв варьировались, но по самым скромным подсчетам их число превышало 25 тысяч. Громадные волны разрушали дома, сметая с лица земли деревни и поселения. Местные жители, оказавшиеся в ловушке, не успели спастись. Это было настоящее бедствие, которое потрясло всю страну. Сразу после извержения вся экосистема региона оказалась под угрозой. Местные экосистемы, которые веками развивались в гармонии, вдруг оказались уничтожены. Все живое, от растений до животных, было погребено под слоем вулканической пыли. Однако природа, как известно, обладает удивительной способностью восстанавливаться. На руинах прежнего мира вскоре начали появляться новые виды растений и животных, адаптировавшихся к изменившимся условиям. Однако, помимо разрушений, извержение Кракатау породило и необъяснимые явления, которые привлекли внимание ученых и исследователей. Местные рыбаки начали сообщать о странных звуках и движениях под водой, которые ранее никогда не наблюдали. Погружаясь в этот новый подводный мир, они столкнулись с аномалиями, которые вызвали вопросы о том, что именно произошло в результате катастрофы. Ученые, вооруженные новыми технологиями, начали проводить исследования, чтобы попытаться разгадать загадки, которые скрывал подводный мир. Изучение этого извержения не было простой задачей. Каждое новое открытие открывало новые горизонты, и каждый факт о Кракатау становился важной частью общей картины. Исследования, начавшиеся сразу после катастрофы, продолжались десятилетиями, и ученые пытались восстановить события извержения, чтобы лучше понять его природу и последствия. Все это происходило на фоне продолжающегося интереса к вулкану и его тайнам. Вулкан Кракатау стал не просто местом катастрофы, он стал символом необъяснимого и загадочного. Разгадки его тайн все еще ждут своего часа, и каждая новая находка открывает новые возможности для исследований. Что же еще скрывает этот вулкан? Какие интересные открытия ждут нас впереди? Узнать ответы на эти вопросы значит продолжить разгадку сложной головоломки, которую оставил после себя Кракатау. На фоне разрушительных последствий извержения вулкана Кракатау в 1880 году подводный мир региона стал настоящей загадкой. После катастрофы рыбаки начали сообщать о необычных звуках и движениях в воде, которые прежде никогда не ощущались. Эти аномалии пробудили интерес ученых, стремящихся разгадать тайны, скрытые под водной гладью. Но что же произошло на самом деле? Сразу после извержения, когда вулкан выбросил в атмосферу миллионы тонн пепла и газа, подводная экосистема претерпела кардинальные изменения. Местные воды, некогда полные жизни, оказались затоплены вулканическим материалом. Однако, несмотря на кажущееся разрушение, началась удивительная трансформация подводного мира. Ученые начали фиксировать изменения в составе морских экосистем, которые ставили под сомнение все известные ранее представления о восстановлении жизни после катастроф. В XIX веке ученые только начинали осознавать важность изучения подводных явлений. В результате многочисленных научных экспедиций, проведенных в последующие десятилетия, стали известны удивительные факты о том, как природа способна адаптироваться и восстанавливаться. В водах вокруг Кракатау обнаружили новые виды морских организмов, ранее неизвестные науке. Это свидетельствовало о том, что подводная жизнь не только выжила, но и начала развиваться в новых условиях. Одним из самых интригующих открытий стало появление новых видов кораллов, которые начали колонизировать подводные скалы, ранее скрытые от глаз. Эти кораллы показали невероятную скорость роста, что указывало на их адаптивные способности к изменениям в окружающей среде. Ученые отмечали, что после извержения коралловые рифы начали восстанавливаться с беспрецедентной скоростью, что являлось удивительным фактом, учитывая разрушительные последствия катастрофы. Помимо кораллов, в подводных глубинах Кракатау были обнаружены и другие уникальные виды. Некоторые из них обладали экзотическими формами и яркой окраской, что говорило о высоком уровне биоразнообразия, которое начало формироваться заново. Но это было не единственное, что привлекло внимание исследователей. Странные звуки, исходившие-то из глубины моря, вызывали у них настороженность и интерес. Ученые начали предполагать, что это могло быть связано с подводными извержениями или другими явлениями, происходившими в океанских недрах. Параллельно с исследованием морских глубин ученые начали фиксировать и другие необычные явления. Сообщения о странных движениях воды и образовании подводных воронок становились все более частыми. Это наводило на мысль о том, что подводный мир действительно изменился. Местные рыбаки начали использовать новые техники ловли, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям. Они сообщали о необычных уловах, включая рыбу с неопознанными признаками, которые ранее не встречались в этих водах. Погружаясь в изучение подводного мира Кракатау, ученые столкнулись с необходимостью применить новые технологии и методы исследования. Использование подводных аппаратов открыло новые горизонты и позволило детально изучать не только морские организмы, но и геологические процессы, происходящие на дне океана. Эти исследования подкреплялись анализом пепла и других вулканических материалов, что позволяло лучше понять, как извержение влияло на экосистему.
Чем больше ученые погружались в изучение подводного мира, тем больше раскрывалось загадок. Странные звуки, высокие концентрации определенных химических элементов в воде и необычные движения морских организмов ставили перед исследователями множество вопросов. Каждый новый факт открывал новые горизонты понимания, и тайна Кракатау продолжала манить исследователей, которые искали ответы на вопросы, связанные с его разрушительной силой. Несмотря на ужасные последствия, Кракатау стал своеобразным лабораторией для изучения экологических изменений. Ученые, исследуя подводный мир, начали понимать, как катастрофы могут стать катализаторами для нового начала. Каждое новое открытие о Кракатау становилось важной частью общей картины, и подводный мир этого вулкана продолжал оставаться полным тайн и загадок. Таким образом, подводный мир Кракатау стал не просто объектом изучения. Он превратился в символ адаптации и выживания. Каждое новое исследование открывало перед ученым новые горизонты, позволяя лучше понять, как природа восстанавливается после катастроф. Но, несмотря на достижения, загадки, связанные с этим вулканом, остаются неразгаданными. Что же еще скрывает подводный мир Кракатау и какие открытия ждут впереди? Погружение в эти глубины продолжится, и каждая новая находка станет еще одним шагом на пути к разгадке. Мощное извержение вулкана Кракатау не только уничтожило множество жизней и изменило ландшафт, но и изменило карту региона. После катастрофы, произошедшей в 1880-ю, новые географические реалии начали складываться на месте бывших островов и прибрежных линий. Вулкан стал катализатором значительных изменений, которые нельзя было игнорировать. Прежде всего, Кракатау стал символом разрушительной силы природы, но также стал и местом, где происходили необратимые изменения географии. Площадь, ранее занятую островом Кракатау, была сильно уменьшена. Вулканическое извержение привело к тому, что часть земли была унесена в море, а другие участки земли оказались покрыты слоем вулканической пыли и остатков. Некоторые острова, которые находились рядом с Кракатау, оказались поглощены мощными цунами, вызванными взрывами. Это привело к тому, что многие населенные пункты исчезли с карты, а ранее обжитые территории остались необитаемыми. Карта региона претерпела кардинальные изменения, и это заметили не только местные жители, но и ученые, которые начали исследовать последствия извержения. Исчезнувшие земли стали предметом активных исследований, поскольку их изучение могло дать представление о том, как вулканизм может влиять на окружающую среду. Ученые начали фиксировать изменения, происходившие в результате катастрофы, и пытались создать новые карты, отражающие вновь сформировавшийся ландшафт. Параллельно с исчезновением старых земель, новые формы рельефа начали появляться на месте извержения. Подводные вулканические структуры, такие как подводные каньоны и кратеры, стали объектом интереса геологов и океанографов. Эти новые образования начали активное изучение, когда ученые поняли, что они могут дать ответы на многие вопросы о вулканической активности. Вода вокруг Кракатау была полна загадок, и новые исследования открыли возможности для понимания динамики подводного мира. Кроме того, ученые начали отмечать изменения климата в регионе, вызванные вулканическим извержением. Пепел и газы, выброшенные в атмосферу, создали облака, которые блокировали солнечный свет на протяжении нескольких дней. Это привело к тому, что температура воздуха понизилась, а климат в регионе стал более суровым. Растительность и экосистемы, которые ранее процветали на этих землях, начали страдать от изменения условий. Местные фермеры, которые зависели от сельского хозяйства, столкнулись с проблемами, поскольку новые климатические условия не подходили для привычных культур. С изменением климата начались также изменения в миграции животных и птиц, которые обычно обитали в этих местах. Миграционные маршруты стали меняться, и некоторые виды исчезли с карты, в то время как другие начали появляться. Ученые фиксировали эти изменения как часть более глобального процесса, который происходил после катастрофы. После извержения вулкана внимание исследователей было также сосредоточено на экосистемах, которые восстанавливались после катастрофы. На месте разрушений начали появляться новые виды растений и животных, которые адаптировались к изменившимся условиям. Эти новые экосистемы стали важным объектом изучения, поскольку ученые пытались понять, как жизнь может восстанавливаться после таких катастрофических событий. Вулкан Кракатау стал не только источником разрушения, но и местом, где природа демонстрировала свою удивительную способность к восстановлению. Ученые фиксировали изменения в составе почвы и воды, отмечая, как различные организмы начали колонизировать новые земли. Эти феномены стали важными для понимания динамики экосистем и их адаптации к условиям, вызванным вулканической активностью. Многие исследователи продолжают изучать этот регион, пытаясь понять, как вулканизм может влиять на окружающую среду, создавая новые возможности для жизни. Эти исследования стали важной частью нашей науки о Земле, позволяя узнать больше о том, как мир реагирует на природные катастрофы и как экосистемы могут выживать даже в самых трудных условиях.
Кратко подводя итоги, вулкан Кракатау оставил после себя не только разрушенные земли, но и новые географические реалии, которые по-прежнему интересуют ученых и исследователей. Каждая находка и каждое новое открытие о том, как изменился регион, становятся важными для понимания природных процессов. Но это только начало. Новые исследования уже открывают горизонты, полные загадок и интересных открытий. Что же еще ждет нас в этом захватывающем путешествии по миру Кракатау? Вулкан Кракатау оставил после себя не только разрушения, но и новое наследие, которое стало объектом изучения для современных ученых. Исследования, начавшиеся сразу после катастрофы, продолжаются и по сей день, открывая новые горизонты в понимании этого мощного природного явления. Ученые со всего мира сосредоточили свои усилия на изучении последствий извержения, чтобы разгадать тайны, которые скрываются под слоем вулканической пыли и в водах вокруг острова. Одним из ключевых аспектов современных исследований стало изучение образовавшихся после извержения новых географических формаций. Подводные каньоны и кратеры стали предметом активных исследований. Ученые обнаружили, что новое дно океана вокруг Кракатау стало домом для множества уникальных морских организмов. Эти организмы начали осваивать новые экосистемы, что стало являться доказательством удивительной способности жизни восстанавливаться после катастроф. Современные технологии значительно упростили изучение подводного мира. Использование подводных аппаратов и дистанционно управляемых устройств позволило исследователям погружаться на значительную глубину, фиксируя изменения, которые произошли во время и после извержения. Эти исследования открыли новые возможности для понимания экосистем и их взаимосвязей, а также дали возможность оценить, как вулканические извержения могут влиять на морскую флору и фауну. В рамках этих исследований ученые также изучают пепел, выброшенный в атмосферу во время извержения. Химический состав пепла позволяет лучше понять, какие минералы и элементы освободились в результате катастрофы. Это, в свою очередь, может дать информацию о том, как эти вещества повлияли на экосистемы в регионе. Анализ пепла показал наличие элементов, таких как сера, которые могли вызвать кислотные дожди, что в свою очередь сказалось на растительности и животных в округе. Исследования также сосредоточены на восстановлении экосистем, которые были разрушены в результате извержения. Ученые фиксировали появление новых видов растений, которые начали расти на некогда обожженных землях. Эти растения заняли ниши, которые освободились после катастрофы и начали адаптироваться к новым условиям. Например, среди новых видов были обнаружены уникальные травы и кустарники, которые демонстрируют удивительную способность к выживанию в экстремальных условиях. Кроме того, исследователи изучают влияние изменения климата, вызванного извержением, на миграцию животных. Наблюдения показали, что многие виды птиц и морских млекопитающих изменили свои маршруты, и некоторые из них начали возвращаться в регионы, ранее считавшиеся непригодными для жизни. Это открытие стало важным шагом в понимании того, как животные могут адаптироваться к изменениям в их среде обитания. На протяжении последних десятилетий ученые также начали использовать данные спутниковых наблюдений, чтобы отслеживать изменения ландшафта и экосистем в регионе. Эти данные позволяют исследователям видеть, как природа восстанавливается в реальном времени, фиксируя изменения в растительности и морских экосистемах. Спутниковые снимки показывают, как изменился береговой контур вокруг Кракатау, а также как новые формирования грунта начали принимать разные формы с течением времени. Кроме того, современные исследования сосредоточены на сообществе местных жителей, которые продолжают жить вблизи Кракатау. Научные экспедиции активно взаимодействуют с местными рыбаками и фермерами, собирая данные о том, как извержение повлияло на их жизнь и работу. Местные жители делятся своими наблюдениями о том, как экосистемы изменились за последние десятилетия и какие новые виды животных и растений они начали замечать. Вулкан Кракатау стал не только объектом научных исследований, но и символом силы природы и способности экосистем к восстановлению. Каждое новое открытие о Кракатау добавляет важные данные в общую картину, позволяя лучше понять, как вулканическая активность влияет на жизнь людей и природы. Университеты и научные институты по всему миру продолжают проводить исследования, стремясь раскрыть все секреты, которые оставил после себя Кракатау. Научные конференции и публикации о Кракатау становятся все более популярными среди исследователей, и каждый год ученые представляют новые данные. Эти исследования помогают не только в понимании Кракатау, но и в предсказании будущих вулканических извержений. Каждый новый шаг в исследовании этого вулкана открывает новые возможности для науки, и с каждым годом мы приближаемся к разгадке вечных тайн природы.